Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю, как стать дизайнером одежды. Присоединяйтесь, подписывайтесь, и вы не пропустите самое главное и интересное. Поехали! В прошлом ролике мы не успели дорисовать пальто в 4-м ракурсе. 4-й этап – это последний завершающий этап. Напомню, первый этап изначально мы рисуем с вами тренч прямоугольной формы. Первый этап мы рисуем прямоугольник, то есть саму форму придаем. Второй этап мы рисуем прямоугольник в динамике, так как наша модель в динамике. Третий этап мы уже рисуем сам тренч с его детализацией. Из-за того, что на рисунке достаточно много линий, не очень хорошо видно контуры самого пальто. Но все же вырисовываем все детали. В 4-м этапе мы нарисуем еще более детально, раскрасим. И я еще нарисую пятую модель, для того, чтобы более четко было видно, без лишних вот этих деталей, которые остались у нас от модели. Мы их не можем стереть, так как это просто распечатанная модель. Потому нарисую отдельно, где будет уже лучше и четче видно все это. Так, вот у нас пуговицы появились уже здесь. Вот и 4-й этап, последний завершающий. Вырисовываем воротник сложный, двухбортный. Рукава. Здесь мы рисуем одну руку частично, так как частично пальто будет закрывать наш рукав второй. Так как пальто на поясе, то, соответственно, выше пояса у нас будут сборочки, припуски такие. Обязательно их тоже вырисовываем, чтобы более детально было это видно. Сам фасон пальто мы обязательно должны передать в рисунке. И не забываем технологию окрашивания маркером. Желательно маркер, не отрывая, нужно раскрасить. Там, где нам нужен более насыщенный цвет, там, где больше теней, даже на рисунке видно, что если мы наносим несколько слоев, то цвет гораздо насыщеннее, но и оттенок уже другой, более яркий. Вот я сейчас нарисую для того, чтобы просто видно будет без лишних деталей сам тренч на модели. Попробуйте тоже нарисовать тренч. Что у вас получится? Показывайте ваш результат, вы присылаете. Вот мы уже дорисовываем. Также не забываем выделять обязательно тени. То есть у нас те места, куда будет падать тень, они будут темнее, то есть насыщеннее. Несколько слоев маркера. Или вообще можно взять серый цвет, допустим, и выделить серым. Тоже будет очень красиво смотреться на рисунке. Все, теперь я уже просто обвожу те места, где тень. То есть это под рукой, это на руках. Дальше попробуем нарисовать платье из легкой ткани. Попробуем изобразить прозрачность ткани, легкость, также маркерами. Этими основными приемами можно пользоваться в рисовании многих моделей. Сначала мы нарисуем саму модель, тело.
Что самое первое мы начинаем раскрашивать? Мы начинаем раскрашивать вообще по слоям. Самый первый слой. Вы удивитесь, но это слой цвета кожи. Мы раскрашиваем кожу, тело человека. Кожу почему? Для того, чтобы нам более красиво показать прозрачность ткани. Здесь мы рисуем подол летящей юбки, такой пышной, из легкой ткани, которая уходит в складки, в драпировку. Также свободно широкие рукава. Сейчас дорисуем контур платья и начнем раскрашивать. Раскрашиваем снова по той же технологии, желательно не отрывая руки. Первым слоем мы раскрашиваем полностью все платье, одним слоем. Дальше ждем, когда подсохнет первый слой. Будем наносить второй слой. Второй слой наносить будем в те места, где ткань будет иметь уже два слоя. То есть у нас платье из прозрачной ткани, мы видим переднюю часть платья и заднюю. Это видно на рукавах, на подоле платья, юбка сама. И там, где мы видим два слоя ткани, соответственно, два слоя маркера. Вот эти части, которые я показываю на картинке, мы их раскрашиваем в два слоя. Мы показываем прозрачность таким приемом. Но и саму логичность рисунка, то, что рисунок, мы в рисунке, в модели логично видим два слоя, и они, естественно, темнее. Также мы видим тень от наших ног. Также передадим эту тень еще третьим слоем, еще более темным. Также еще можно сюда либо серый цвет добавить, такой слегка, очень легкий. Ну, либо просто насыщение цвет делать. Ждем, когда подсохнет маркер. И не забывайте, кстати, под листок подкладывать еще листок, либо что-то, чтобы вам не запачкать стол. Вырисовываем контуры, складки. Складки можно тоже отрисовать более ярким цветом, либо серым. Серым тоже очень красиво смотрится на картинках. Вот, вырисовываем складочки по низу. Вот такая у нас красивая. Что мы показали на рисунке? Легкость и воздушность ткани. Видите, достаточно легко, небольшими такими приемами можно это сделать. Попробуйте тоже нарисовать. Дальше мы продолжим рисовать лицо, так как мы не успели все-таки пройти вот эти все этапы в первом уроке практики рисования. Сейчас мы рисуем стилизованное женское лицо. Оно будет отличаться немножко от первого мужского лица. В мужском лице мы передавали все черты академического рисунка, то есть правильные черты, которые должны быть, по сути. Конечно, да, лицо оно у всех индивидуально, а в стилизованном лице мы все-таки покажем более такую красивую фэшн-модель. То есть здесь уже более пухлые губы будут, глаза другой формы. Но за основу рисунка лица также берется круг диаметром 10 сантиметров. Вот, вырисовываем глаза. Также помним, как у нас моделируются брови. От переносицы носа до внутреннего края глаза, угла глаза вырисовывается прямая линия. Далее от переносицы до внешнего края это будет начало и конец наших бровей. То есть этот метод
которые до сих пор используются визажистами для моделирования правильной формы бровей. Также, если мы проведем линию от переносицы до зрачка прямую, это будет у нас наивысшая точка брови. То есть, либо изгиб брови, да, то есть бровь же не обязательно прямая там, или полукруглая, или, ну, в общем, все индивидуально. Дальше рисуем профиль мужского лица. Также за основу у нас берется круг диаметром 10 сантиметров. А здесь основные правила. Как нужно рисовать лицо. То есть все показываю подробно. Вырисовываем каждую деталь. Губы, глаза. Глаза также на одной линии. С бровями. Обязательно пробуйте тоже рисовать. Очень увлекательный процесс на самом деле. Вот у нас рисуем шею, плечо, линию волос. Лишние линии стираем. Вот у нас получилось. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Видео, надеюсь, было интересным и полезным для вас. Тогда поставьте лайк и не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Всем пока!